Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Но сегодня у нас «Русская с Максом». Это канал для тех, друзья, кто изучает, практикует русский язык. И сегодня с вами будет не только учитель Макс, но и учитель Ярослава. Ярослава, расскажи про себя, ты тоже учитель, занимаешься русским языком, где тебя можно найти и что ты делаешь? Всем привет! Привет, Макс! Привет! Да, меня зовут Ярослава, и я тоже есть на Ютубе. А как называется твой канал? Очень банально, очень просто. Ярослава Russian. Все ссылки будут в описании, если вам интересно. Да, все ссылки будут в описании. Посетите и подписывайтесь на канал Ярославы. Все ссылки будут в описании. И сегодня, друзья, мы хотим с Ярославой поговорить о жизни в регионе. Что значит в регионе? В каком регионе? Так мы иногда говорим дифференцируем Москву и, обычно, наверное, Санкт-Петербург, да, от других, что называется, регионов. Короче, мы поговорим с Ярославой о жизни не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Обязательно включите субтитры здесь, и если хотите транскрипции, дополнительные материалы для подкастов и видео, то присоединяйтесь к мембершип-программе. Обязательно. Ярослава, расскажи, пожалуйста, откуда ты родом, где ты родилась? Я родилась в Ижевске. Ижевск — это столица Удмуртии. Вы, наверное, знаете, что Россия разделена на очень много разных регионов. И один из этих регионов — это Удмуртия. Удмуртская республика. Республика. Да, потому это что республика. У разных регионов есть свои, скажем так, названия, то есть есть разные субъекты федерации. Да, есть республики, есть области, есть края. Что еще есть? Да, области, республика, край. Автономные территории. Да, автономные территории. Так, и ты, получается, из Удмуртии. Абсолютно верно. Со столицей Ижевском. Может быть, вы знаете про автоматы Калашникова? Это как раз был один из моих вопросов про Калашникова. Он же еще жив, да? Нет. Нет? Уже нет. Недавно умер? Я точно не скажу, мне кажется, что около 10 лет назад. Но я помню, это было какое-то время назад. Не очень давно. Не очень давно. Еще, может быть, вы знаете... Если вы смотрите Евровидение, то в один год там выступали бурановские бабушки. Они из Ижевска. Они рядом же с Ижевском. То есть деревня или село, где они живут, недалеко совсем от Ижевска. И они наши местные знаменитости. А еще, если вы знаете про пельмени, что такое пельмени, то... Удмуртия — это родина пельменей. Я не знаю, что говорят другие республики, я не знаю, что говорят другие регионы России, но мы считаем, что пельмени — это наши. У нас даже есть памятник пельменю. Памятник пельменю. Прикольно. Слушай, на самом деле моя бабушка из Кировской области, там недалеко, в принципе, и именно я помню, как мы в детстве с бабушкой, с мамой лепили пельмени, делали сами пельмени. Нет, это нормально, все делают пельмени. Но я помню, что вот как-то, часто это было, то есть вот в Питере мы не так часто готовили пельмени, может быть, действительно тот регион, он как-то вообще вся та область, может быть, она действительно имеет к пельменям какое-то отношение такое, более, сказать так, более... Прямое, да, более прямое отношение. Даже, например, я думаю, мы будем говорить про удмуртский язык. Да, чем отличается республика, например, от другого типа региона? Что у республики есть свой язык, есть какой-то народ, какой-то этнос, который живет исторически на этой территории, и там есть своя конституция, например, и так далее. И пельмени в переводе с удмуртского, там два слова. Так. Это хлеб и ухо. И пельмени, они похожи на уши. Так, подожди, пель и мень, да, наверное? Пель-нянь.
Пельмянь. Это по-удмуртски пельпам. Я могу ошибаться. Я знаю по-удмуртски несколько слов и два слова. Нет, я не знаю, что. В общем, пель и нянь — это ухо и хлеб. Ухо и хлеб. Да. Прикольно. То есть пельмени — это, по сути, хлебные уши. Да. Хлебные уши. Давайте сегодня поедим хлебных ушей. Ну, знаете, разные названия могут быть очень странными, и мы как-то уже не задаемся вопросами. Ну, это правда, это правда. Хорошо. Что ты знаешь про другие какие-то особенности национальные, про какие-то характеристики Удмуртии? Есть еще что-то? Ты сказала про пельмени, автомат Калашникова. Я знаю, есть музей Калашникова. Да, есть. Да? Я там, к сожалению, не был, но проезжал мимо. Он есть. Что еще? В Ижевске был и, наверное, есть большой завод автомобильный, насколько я помню. Я не знаю, насколько он большой. По-моему, я не знаю. Вот, если честно, что могу еще сказать, например, про Ижевск, про Удмуртию. У нас один из самых больших. Я думаю, что у нас самый большой искусственный водоем, то есть я думаю, искусственный интеллект. Нет, в Европе Ижевский пруд очень большой, и он был создан искусственно, ну, то есть когда у нас строили оружейный завод. И это было около 300 лет назад. Чтобы этот завод работал, нужна была вода. И именно поэтому Ижевск и появился. Сначала был завод, потом был город. То есть я понял так, что градообразующим предприятием был оружейный завод, и для того, чтобы производить или делать оружие, нужна была вода. Да. И поэтому сделали огромный пруд, который и сейчас является самым крупным прудом в Европе, да? Да, говорю не без гордости, наверное. Но, если честно, я так шучу, это такой сарказм, потому что с этим прудом, конечно, связано очень много таких историй. Ну, например, наш прошлый президент, кстати... У вас есть свой президент? У нас был президент. Был, да, был. Потому что раньше у республик в составе Российской Федерации был свой президент, глава республики. В Татарстане был президент. Например, да. А потом вышел указ президента единственного России. Президента, да. Что может быть только один президент. Да. Поэтому сейчас у нас нет президентов республики. Как называется должность главы республики? Я думаю, глава республики. Глава так республики и называется. просто. Да. Так вот, и когда построили набережную, я думаю, это было около 15-20 лет, около 15 лет назад, построили набережную, очень симпатичную, я ничего не говорю, и вот прошлый президент сказал, что у нас набережная как в Ницце, такая же красивая и прекрасная. О, да, ни много ни мало. Друзья, если вы были в Ницце и в Ижевске, напишите, какая набережная вам понравилась больше. Я думаю, что они должны понравиться одинаково, потому что наш президент сказал, что они как в Ницце. Не как в Ницце. Как в Ницце. Да. Как в Ницце. То есть такая же красивая. Хорошо. Окей, я тебя понял. Тогда давай поговорим в целом про жизнь конечно, Ижевск — это центр и главный город, и столица Удмуртии, но при всем этом сама Удмуртия, она достаточно небольшая, и Ижевск, насколько я знаю, не очень большой город, он не миллионник. Нет. Вот, расскажи, пожалуйста, для человека из Санкт-Петербурга, да, вот ты потом жила в Москве, и в чем жизнь в Ижевске отличается от жизни в Москве? Ты приехала, когда в Москву, что ты увидела? В чем ты почувствовала разницу, если почувствовала? Я почувствовала. Вообще, Ижевск, да, это не очень большой город. Я думаю, что сейчас там живет около 630 тысяч человек. 600 тысяч. Может, 650, 630, я не знаю точно, около того. А в
80-е у нас были такие разговоры, будет Ижевск миллионником или не будет, но потом со временем, я думаю, были 90-е и так далее, и население стало убывать, начали люди в больших количествах переезжать в Москву, в Санкт-Петербург, кстати, очень много кто переехал. И, и город, он остался немного... Сама республика, я думаю, немного сейчас законсервировалась, осталась в одном состоянии. И я переехала в 26 лет. В Москву. В Москву, да. Я переехала в Москву в 26 лет. Я нашла работу, и в тот момент я думала, окей, я живу в Ижевске. Я снимаю квартиру, я работаю в школе, почему я не могу делать то же самое в Москве? Да. И когда я только переехала, первое, что я заметила, это что в Москве очень громко. В Москве очень громко. Да, потому что в Ижевске я жила на достаточно спокойной улице. Это было, можно сказать, в центре, очень близко к центру. Хорошо, Ижевск — это не очень большой город, поэтому там плюс-минус все близко к центру. Но когда я переехала в Москву, первое время я жила на Белорусской. Это... Кольцевая линия. Да, это кольцевая линия, это прямо центр. И я не часто была в метро до этого, а тут я жила прямо в центре. И для меня все было очень громко. Когда я шла по Тверской улице, это очень большая, крупная... Одна из главных улиц, да, такая прям артерия сквозь центр. Я шла, и я закрывала уши, потому что мне было очень громко. Потом в метро в то время как раз на этой ветке, на этой линии метро, на этой ветке метро были еще старые вагоны, и они были очень громкие. И я просто ехала, я закрывала уши руками. То есть тебе не нравилось, что в Москве громко? Это было очень некомфортно. Но очень быстро привыкаешь. Так, а еще что-то? Было что-то, что ты вот так вот вспомнила? Я думаю, что можно сравнить цены, можно сравнить стоимость жизни, например. Цены ниже или выше? Я думаю, что если мы говорим про жилье... То есть аренда квартиры. Да, аренда квартиры. Я жила... Можно сказать, что я переехала примерно из такой же квартиры, примерно в такую же квартиру. Но я жила в Ижевске, если я жила практически в центре, то в Москве я жила за МКАД, прямо на МКАДе, за МКАДом. И МКАД — это... Если вы посмотрите на карту метро, там такое большое-большое кольцо. И потому что моя работа была как раз вот там. Так, подожди, ты же говорила, ты на Белорусской жила. Это когда я только приехала, я первые 2-3 месяца жила. А потом я переехала ближе к своей работе, где я работала. И я люблю тот район, где я жила, но это все равно, это окраина Москвы. И стоимость аренды была в 3,5 раза больше. То есть жилье в Москве было в 3,5 раза дороже, чем в Ижевске. Да. Но твоя, скажем, зарплата была тоже в 3,5 раза больше? Зарплата была в 4,5 раза больше. Ага. То есть имеет смысл. В сухом остатке, можно сказать, если посчитать все доходы и расходы, конечно, доходы были выше. То есть получается, что ты как бы и ответила на свой вопрос, на мой потенциальный вопрос о том, почему люди уезжают из Ижевска в другие города, потому что, если человек хочет работать и снимать квартиру, то он может это делать в Москве, получать больше денег, и все равно у него, то есть в итоге это выгоднее. Да, ты в итоге будешь это выгоднее, иметь больше денег в Москве, даже если ты там снимаешь квартиру, чем в Ижевске, да? И я думаю, что мне, если честно, эта ситуация очень не нравится. Я считаю, что так быть не должно. Хотя я понимаю, почему так происходит, но... А почему? Капитализм. Ну и не только. Есть такая фраза расхожая.
популярная фраза, что Москва — это не Россия, Россия — это не Москва. То есть нельзя судить, нельзя думать, что ты понимаешь, например, и делать какие-то выводы о всей России, если ты знаешь только Москву. И поэтому, да, с одной стороны, если честно, я не знаю, как изменилась сейчас ситуация, ну, например, в IT-секторе, потому что я думаю, что в регионах зарплаты в IT-секторе примерно, ну, может быть, не один в один, но сопоставимы. То есть они очень похожи, зарплаты в столице и зарплаты в регионах, например, в IT. Но жизнь дешевле. Жизнь дешевле, да. Ну, если честно, сложно сказать, потому что мне кажется, что транспорт адекватно, то есть в Москве транспорт дороже, чем транспорт в Ижевске, например, автобусы и так далее. Ну, в Ижевске нет метро. То есть могу ли я сделать такой вывод, что стоимость жизни в Ижевске и в Москве примерно одинаковая, Я думаю, да. Арендовать квартиру в Москве дороже, но зарплаты в Москве выше. Если мы не говорим про IT-сектор, да. который... Понял. Хорошо. А есть какие-то еще причины, почему люди уезжают из Ижевска, как ты думаешь, в Москву? Например, ты айтишник, ты работаешь, получаешь московскую зарплату, живешь в Ижевске, меньше денег тратишь на аренду жилья, в общем, почему нет? Хороший вопрос. Я думаю, что все зависит от того, к чему ты привык. И твое ощущение, то, как ты живешь свою жизнь, формируется под условиями. Ну, например, ты живешь в Ижевске или в каком-то небольшом городе, ты привык, что ты ходишь в этот магазин, ты ходишь, не знаю, в этот кино, у тебя такие развлечения, у тебя здесь есть парк, у тебя, например, ну, не знаю, лес рядом. Ну, в общем, ты знаешь, какие... Инфраструктуру знаешь. Ты знаешь всю свою инфраструктуру. Когда ты переезжаешь в другой город, например, город больше, или ты переезжаешь в другую страну, у тебя остаются те же потребности, у тебя остается... Ну, ты тоже хочешь ходить куда-то, ты тоже хочешь где-то интересно поесть, сходить на природу, но места меняются. И, может быть, когда, например, я переехала в Москву, то я чаще стала ходить в музеи, я чаще стала путешествовать, потому что, ну, аэропорт гораздо ближе, и тогда еще можно было спокойно куда-то уезжать, улетать, и не было никаких с этим проблем. Потом в Москве я начала больше бегать, потому что я стала ходить в беговой клуб. В Ижевске я узнала, что есть беговой клуб, но я об этом узнала спустя несколько лет. Да, даже позже, когда я уже уехала из Москвы, и я приехала снова в Ижевск, и я начала искать, есть здесь какой-то любительский беговой клуб, где ребята просто собираются вместе, бегают, и я нашла только один клуб. В Москве их очень много. В Москве ты можешь... Я ходила и в беговой клуб, потом в шахматы, потом... Ну, разные... Ты играешь в шахматы? Да, я пытаюсь. То есть могу ли я сделать такой вывод, что в Москве большее количество занятий и, ну, если мы берем город, то, наверное, интереснее жить из-за этого? Я думаю, что да... Зависит от человека, конечно, потому что человек... Кто-то любит природу, охоту, да, не знаю, рыбалку, и, наверное, Ижевск в этом плане будет лучше. Но если я сейчас думаю о том, как вообще меняется жизнь в Ижевске, потому что я общаюсь с людьми, у меня остались там друзья, у меня живут родственники. Да, там. Вот как меняется Ижевск, как меняется жизнь там? Я думаю, что становится больше... Вот как раз вот этих интересных вещей становится больше. Сейчас есть в Ижевске классные любительские театры, и где люди ставят постановки, в общем, играют по пьесам, по текстам, которые написали местные авторы, удмуртские авторы. Потом разные стендап-комики появляются. Ну и больше всего интересного.
Как раз, когда я уехала из Москвы, я жила в Москве 2 года, потом я уехала, и я была в Ижевске, 2-3 месяца, где-то так, около 2 месяцев, то я заметила, что изменилось очень много появилось интересных вещей. Может быть, я раньше просто их не искала. Может быть, раньше я просто не знала и даже не думала, что... Такое есть. Да, что можно это как-то искать специально. То есть ты это увидела, условно, в Москве и поняла, что, есть разные опции, и ты увидела их в Ижевске. Скажи тогда, пожалуйста, Ижевск — это столица Удмуртии. И, соответственно, удмурты — это, скажем так, коренное население, да, та нация, которая жила там, какое-то длительное время, правда? Правильно? Возникали ли какие-то конфликты, например, между удмуртами и русским населением? Просто для некоторых регионов это, в той или иной мере проблема. Были ли какие-то терки, какие-то проблемы в Удмуртии между удмуртами и, например, русскими? И какой вообще процент удмуртов в Удмуртии? Да, ты правильно говоришь, что удмурты — это коренное население этой территории. Если честно, я плохо помню историю вот этого региона, то есть когда русское население вообще пришло, и в каком веке эта территория вошла в состав Российской империи, потому что это было во времена Российской империи, я так думаю. Например, по национальности я русская. И, насколько я знаю, у нас нет родственников удмуртов, коренных удмуртов. Я делала тест ДНК недавно. Там, в общем, нет удмуртов, там в основном все русские. Так вот, но я знаю, что... кто-то из моих друзей, они, например, кто-то наполовину удмурт, кто-то полностью удмурт, у кого-то бабушка, например, одна удмуртка. И я думаю, что в данный момент сейчас и русские удмурты, они живут примерно вот так. То есть переплетены. Да, очень сложно сказать. Я думаю, что в Удмуртии точно нет такого, что... Так, вот здесь живут только удмурты, а здесь живут только русские, и они вообще никак не соприкасаются. Может быть, точнее, я не хочу никого обманывать, но мне кажется, я помню, что есть отдельные деревни, например, поселения, и там живут удмурты, и они живут более традиционной жизнью, может быть. Я думаю, что сейчас... Там живут в основном люди старшего поколения, бабушки, дедушки, уже взрослые люди. И они могут ходить в каких-то традиционных... Точнее, они, конечно, не ходят в традиционной одежде все время, но, например, на какие-то традиционные праздники они так одеваются, есть красивые украшения традиционные удмуртские, или они говорят там на удмуртском языке, например, дома говорят по-удмуртски. Но если мы говорим про Ижевск и про города, то русскоязычное, русское население и коренное население, они... Не конфликтуют. Не конфликтуют. У нас в истории были сложные моменты, например, связанные с русским и удмуртским языком. Потому что русский язык, очевидно, русский язык — это язык Российской Федерации. А Удмуртия, хотя... В Удмуртии есть удмуртский язык. И как любой язык малого народа, он исчезает со временем. Потому что, вы прекрасно понимаете, что чем меньше язык, тем сложнее его сохранить. Да. И если в каких-то маленьких деревнях еще люди говорят на русском, люди говорят на удмуртском языке в семье, то если эта семья переезжает уже в Ижевск, или в какой-то другой город, то они начинают говорить по-русски. Потому что ты идешь в школу, там все говорят по-русски, ты идешь в магазин и так далее. Есть и стали исчезать журналы, газеты на удмуртском языке. Когда я была ребенком, то я помню, у нас были местные удмуртские телеканалы, которые были на удмуртском языке. То есть это полностью было
программы на удмуртском языке отдельная. Потом со временем они стали исчезать, и я думаю, такая пиковая точка была. Я не помню точно, какой это был год, около 15 лет назад вышел закон, что изучение языка, вот языка. Не только удмуртского языка, но вообще языка вот этой местности, это может быть якутский, это может быть удмуртский. Вообще национальные языки перестали быть обязательными, да? Да. Блин, я как-то пропустил этот закон. Потому что был до этого обязательно в школах было изучение еще местного языка. То есть до этого закона в России Татарстан, не знаю, Алтай, Удмуртия, Башкирия, в этих регионах в школе дети изучали национальный язык, кроме русского. Да. И после этого закона стало необязательным изучать эти языки, и, по логике вещей эти языки, значит, все-таки как-то идут все равно на угасание, потому что русский язык вытесняет их. Да, потому что я прекрасно понимаю, например, если мы говорим про школу, когда я училась в школе, у меня не было удмуртского языка. То есть я в школе его не изучала. И я, в принципе, могу понять, потому что, представьте, вы школьник. У вас там математика, физика, не знаю что, английский, русский, немецкий, у нас было 2 языка, а еще вам нужно учить какой-то язык, удмуртский, который вы даже не будете использовать в обычной жизни. И был такой момент, что когда вышел вот этот закон, то один ученый из Удмуртии, он как раз изучал удмуртский язык, он вышел с пикетом, он вышел на одиночный митинг, одиночный пикет. У него был плакат, который говорил, что если умрет его язык, то ему самому не нужно больше жить. И он устроил самосожжение на центральной площади. Это было, конечно, очень шоковое событие, но оно ничего не изменило в какой-то момент. Хорошо. Скажи, если ты планируешь возвращаться в Россию в ближайший год или годы, если кратко? Я хочу приехать, в планах есть май. Я хочу поехать в мае. Если честно, я очень хочу приехать снова, но сейчас уже октябрь. Я не хочу ехать в Россию в ноябре-декабре по очень эгоистичным причинам, потому что я просто не хочу ехать туда зимой. То есть ты планируешь посетить Россию, да? Да, я хочу поехать. А ты планируешь вернуться жить в Россию? Это сложный вопрос. Я думаю, что я смогу на него ответить только через какое-то время. Через какое-то время, потому что сейчас мне сложно представить. А почему, если в 2 словах? Потому что война и Путин. Хорошо, 2 слова, я тебя понял. Самый финальный вопрос. Если бы ты вернулась жить в Россию, да, если бы вот эти 2 проблемы перестали быть проблемами для тебя, да, ты бы хотела бы продолжать жить в Удмуртии, в Ижевске, или ты поехала бы в какое-то другое место жить в России? Я думаю, что я бы не смогла жить в Ижевске. Да? Я думаю, что я бы не смогла жить в Удмуртии. Теоретически я бы смогла. Это очень громкое слово «я бы не смогла». Это звучит очень драматично. Но ты бы не хотела? Мне кажется, нет. Те 2 месяца, когда я была в Ижевске снова после Москвы, я физически чувствовала, что это очень небольшой город, что все, что есть, оно вот буквально 10-15 минут вокруг тебя. Если ты живешь где-то прямо в центре, то 20 минут в любую сторону, и это уже все. То есть тебе тесно в Ижевске? Я думаю, да. И для меня очень важна какая-то культурная составляющая, я думаю. Культурная жизнь? Я думаю, да. По мне, конечно, не скажешь. Почему? Потому что мы, например, живем в Буэнос-Айресе, и из всех мест, которые мы посетили, это
можно посчитать по пальцам одной руки, но мне нравится находиться в местах, мне нравится быть в городах, где ты идешь и ты видишь очень разные дома, ты видишь историю, разную архитектуру, и ты понимаешь, что в любой момент ты понимаешь, что в любой момент, когда ты захочешь, и даже если ты куда-то идешь, то ты все равно увидишь что-то очень уникальное, красивое. А Ижевск — это один из тех городов, в которых, да, у нас есть исторический центр, у нас есть какие-то уникальные места, но при этом в большинстве своем это советская застройка, это какие-то очень похожие друг на друга спальные районы, и даже если у нас есть эта прекрасная набережная, но это буквально 1,5 километра. То есть разнообразие. Да, я думаю, да. Разнообразие для тебя важно. Вот так вот, друзья. На такой оптимистичной ноте. Ну, почему оптимистичной? Мне кажется, каждый имеет право выбрать то место, где он хочет жить. Я, наоборот, когда жил в России, сделал выбор в пользу небольшого города, еще меньшего города, чем Ижевск, чтобы жить там. И если бы я поехал в Россию, то я бы жил в этом городе. Это мое сознательное решение. У тебя есть свое решение, и это классно. Мне кажется, что люди должны задумываться о том, что им нужно, где они хотят жить и действовать. Что ж, друзья, спасибо большое, Ярослава. Спасибо тебе за этот разговор. Спасибо вам. Да, друзья, ссылки будут внизу на канал Ярославы. Обязательно посмотрите. И до встречи в следующем видео. Всем пока. Пока.